Приветствую, друзья! Итак, хочу немножко сделать такой промежуточный небольшой видеоотчет об автомобиле Toyota RAV4. У нас автомобиль 2017 года. На настоящий момент я пробежал на ней 94 тысячи. Это по времени составило чуть меньше 2 лет, где-то месяц и 7. Вот. Сейчас покажу наш пробег. Итак, вот наши цифры: 94 355. Время приближается уже к 100 тысячам. Уже совсем скоро настанет пробег 100 тысяч. Мы знаем, что у нас Toyota дает гарантию, по-моему, 3 года по сроку и пробег 100 тысяч, что настанет быстрее. Но в моем случае пробег 100 тысяч настанет уже буквально, может быть, через месяц, через полтора. Вот. Возникает вопрос, что делать дальше. За весь период эксплуатации автомобиля, повторюсь, это немного меньше 2 лет, езжу много, да. Уже ранее задавали вопросы, почему такой пробег. Ну, так получается, что живу в одном регионе, работаю совершенно в другом. Ну, и приходится на работу ездить довольно-таки много, и по работе много. Возникает вопрос, что взять дальше. После эксплуатации этого автомобиля у меня, в принципе, остались сугубо положительные эмоции, так как автомобиль не доставил абсолютно никаких проблем, никаких поломок. За вот этот весь период 9, по-моему, 9 ТО мы прошли у официального дилера. Из замены запчастей были вот на последнем ТО, это только передние колодки поменяли. В перспективе через 20, через 30, как мне сказал мастер, необходимо будет заменить передние тормозные диски, а в целом автомобиль находится в идеальном техническом состоянии. Я сам удивлен, что после такого пробега, в принципе, никаких проблем автомобиль не доставил. Единственное, что мне не понравилось и что официальный дилер не мог устранить на протяжении уже 2 ТО, это временами пропадающий звук клаксона. То есть получилось так, что буквально вот 20 тысяч назад такая ерунда началась. Жмешь на клаксон, когда это необходимо, а он молчит. Было как-то, вот, мягко говоря, удивительно. Пока по нему не долбанешь по кнопке клаксона, он не заорет. На ТО я говорил об этой проблеме. Думали, что это проблема в контактной группе, либо сам клаксон что-то там хандрит. Ну, в общем, сказали, что все в порядке, все у вас работает. Причем, как только на ТО приезжаю, нажимаю на клаксон, у них все работает. Стоит мне выехать от официального дилера, буквально по пути домой, пробую испытать клаксон, он не работает. То есть какая-то мистика. Ну, я считаю, что это по большому счету мелочь, которая, в принципе, в дальнейшем устранится. Вот, к серьезной поломке это отнести не могу. И в целом, как бы, вот по машине проблем вообще нет никаких. Заливали масло в двигатель, и в коробке меняли масло. Да, собственно, все, больше ничего не делали. Ну, единственное, вот буквально 2 ТО назад почистили дроссельную заслонку. Сказали, что возможно нагар, и бортовой компьютер будет немножко привирать по поводу расхода топлива. В целом, ну да, почистили, но каких-то кардинальных изменений я не заметил. Вот. Автомобиль ведет себя очень адекватно, очень отлично на дороге. По запчастям проблем не доставляет. В общем, автомобиль для меня оставил неизгладимые положительные впечатления, но так как у нашего автомобиля кончается гарантия, есть желание пересесть на что-то другое. Не знаю пока, что это будет. На данном этапе, возможно, я бы взял в точности такой же автомобиль, может быть, другого цвета. Насколько я знаю, у нас RAV4 выходит в новом кузове. Может быть, немножко подожду, буду рассматривать новый кузов. Ну и из моделей, что вижу на горизонте, конечно, очень сильно нравится Nissan Murano.
вот в новом кузове, который сейчас продается, но он стоит больших денег. За, по-моему, первая комплектация там 2200 он стоит, и для меня это, конечно, дороговато, и вряд ли я смогу потянуть такой автомобиль. Но из приоритетов после Мурана, не знаю, возможно, рассмотрю Hyundai Santa Fe, более побюджетнее, но в чем-то похож на Santa Fe. Это Hyundai Tucson. Скоро у нас официальные дилеры будут уже продавать рестайловую версию. Там немножко произошел небольшой фейслифт. Бампера, оптика поменялась. Но вот первое, что мне как бы очень видится на первом плане, это Hyundai Tucson. Там, конечно, посмотрим. Сейчас автомобили немножко подорожали. Посмотрим, по какой адекватной стоимости официальные дилеры будут предлагать автомобили. Потому что сейчас в стране творится что-то непонятное. Бензин растет, цены автомобилей растут, зарплаты у нас не растут. Вот. Как вариант, конечно, можно рассмотреть, если рассматривать из бренда Toyota, это Toyota Highlander. Интересный автомобиль. Посмотрел я его у официального дилера в салоне, посидел. Место мне в нем очень понравилось. Как бы места там хватает. Он такой комфортный, интересный автомобиль. Если рассматривать Prado, ну, если честно, ничего плохого сказать не могу. Автомобиль такой большой, но единственное, мне показалось в нем внутри тесновато со стороны водителя. Несмотря на то, что автомобиль такой большой снаружи, внутри он как-то, я не знаю, такое ощущение, что он даже меньше салон, чем RAV4. Но это чисто субъективно, конечно. Не понравился вот этот центральный тоннель, где у нас ручка КПП. Вот. Массивный такой, как-то занимающий полсалона. Но это чисто субъективно. Кому что больше нравится. В общем, есть время подумать по поводу выбора автомобиля. Вот. Подытоживая все вышесказанное, скажу, что RAV4 мне очень понравился. Данный автомобиль понравился моей супруге. В плане управления интересный автомобиль. Даже вот если рассматривать двигатель 2-литровый, здесь стоит двушка вариатор, по-моему, 147 лошадей или 148. Данного мотора вполне хватает для данного автомобиля. Хотя кто-то говорит, что немножко мотор слабоват. Нет, вполне отличное сочетание мощности и расхода, довольно-таки экономичный двигатель. Ранее я уже говорил, что расход, если в пенсионерском режиме, то можно добиться 5,5 до 6 литров по трассе. По городу, конечно, будет немножко побольше, в пределах 8 литров. Но это кто как ездит. Например, если ездить агрессивно, можно добиться и 15-20 литров. Это все зависит от манеры езды. В общем, думайте сами, кто только рассматривает покупку этого автомобиля. Я скажу, что автомобиль достойный, мне очень понравился. Возможен вариант, что я куплю в точности такой же, но поновее. То есть время покажут наличие финансов, но в целом автомобиль мне очень понравился. Всем спасибо за внимание, кто слушал, кто смотрел это видео. Всем пока.